Чайные пакетики давно и прочно вошли в нашу жизнь. Они удобны, просты в обращении, а главное, позволяют значительно сэкономить время на приготовление чая. Точное время и история возникновения чайных пакетиков неизвестны. Существует информация о том, что их аналоги существовали еще в Древнем Китае. На Руси же для заваривания напитка широко применялись небольшие мешочки, сшитые из льна. Но поскольку данная информация официально не подтверждена, принято считать, что чайный пакетик был изобретен в 1904 году американцем Томасом Салливаном. В 1904 году американский коммерсант Томас Салливан впервые предложил необычный способ употребления чая. Он начал рассыпать своим заказчикам партии различных сортов чая в шелковых мешочках. В каждом из мешочков было то количество чайных листьев, которое необходимо для заваривания одной кружки чая. Целью рассылок являлось отнюдь не желание упростить чайную церемонию. Это были пробники. То есть заказчики могли сравнить различные сорта чая, не покупая больших партий, и потом же определиться с выбором. Впоследствии покупатели стали просить его высылать чай именно в таком виде. Тогда-то и выяснилось, что такой повышенный интерес к чаю в мешочках обусловлен тем, что клиенты не поняли идею Томаса с оригинальной упаковкой и решили, что чай нужно заваривать непосредственно в шелковых мешочках. Такой способ заваривания чая оказался быстр, прост и удобен, что и породило повышенный покупательский спрос. Уже совсем скоро можно было купить чай для разовой заварки в нью-йоркских ресторанах. Широкое распространение пакетированного чая началось во время Первой мировой войны. Немецкая компания Teykan воспользовалась идеей чая в мешочках и начала фабричное производство пакетиков для заваривания чая для поставки солдатам в зону боевых действий. Из соображений экономии шелк был заменен марлей, а сам напиток стал очень популярен среди солдат и был прозван ими как «чайные бомбы» из-за того, что при желании можно было в любой момент быстро выпить чашечку чая. К 30-м годам прошлого века стали строиться первые фабрики по производству пакетированного чая. Шелк и марля оказались довольно дороги. Для массового выпуска необходимо было найти новый материал, который бы никак не влиял на вкусовые качества напитка и в то же время недорого стоил. В 1942 году американский инженер Фэй Осборн изобрел очень тонкую, но достаточно прочную бумагу, а через 2 года нашел способ склеивать края мешочков горячим прессованием вместо сшивания нитками. Запатентован чайный пакетик был только в 1952 году компанией другого успешного производителя чая и конкурента Салливана по фамилии Липтон. В состав самый популярный на сегодняшний день фильтр бумаги входит 65-75% натурального древесного волокна, 15-23% термопластикового волокна и 10% волокна абаки. Некоторые производители чая упаковывают чай в пакетики из мелкоячеистой пластиковой сетки. Сам пакетик чая может помещаться в герметичный конверт из фольгированного пластика. Со временем ассортимент чайных пакетиков пополнился новыми формами. Появились пакетики в виде пирамидки, квадратные и круглые без нитки, которые особенно любят жители Англии. Сегодня чай в пакетиках занимает лидирующие позиции на чайном рынке, что неудивительно, ведь в столь удобном обличии можно найти множество видов чая, и потратив буквально несколько минут на приготовление, можно насладиться чудесным вкусом и ароматом черного, зеленого, фруктового или травяного чая.